Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня мы будем выполнять восстановление бровей с помощью волосковой техники при полной аллопеции. И начинаю, конечно, я с того, что я заморозила клиентку на 10-15 минут и сейчас отрисовываю форму бровей. Вообще я всегда начинаю рисовать эскиз бровей сидя, потом уже укладываю клиентку на кушетку и размечаю все волоски по нашей схеме, которую мы с вами уже знаем. Конечно, сидя лучше видна асимметрия, поэтому все начальные построения я делаю в таком положении. Мне нужно проверить, чтобы все было ровно и симметрично. Только убедившись в этом, я укладываю клиентку и начинаю рисовать уже самозатачивающимся карандашом. Кстати, белая паста очень хорошо фиксирует эскиз и вот эту рамочку, в которой в последующем будут прорисованы волоски. Когда свои волоски полностью отсутствуют, я не стараюсь делать какую-то широкую и сильно выраженную форму. Придерживаюсь классических стандартов и сильно не расширяя брови. Все-таки нарисованные брови не должны бросаться в глаза и должны полностью соответствовать образу, как бы не выбиваться из него. Тем более, когда отсутствуют свои волосочки, бровь должна быть похожа максимально на свою родную и сильно не быть яркой, не выделяться на лице. Поэтому и пигмент я буду брать более нейтральный, более светлый, в случае чего, потому что добавить можно всегда. После того, как я сделала стандартную разметку схемы, я должна разделить эту форму на 5 частей. Отрезок АБ, то есть тело брови, мы делим на 3 равные части. Я примерно на глаз это все делаю. Так вот намечаю и провожу линию сквозь брови, чтобы потом уже не запутаться при построении волосков. А вот этот хвостовой отрезок я делю на 2 части. У меня получается 5 практически равных секторов. Я их вот так себе нумерую. И то же самое сразу делаю на второй бровке. Схема у нас готова. После этого мы начинаем прорисовку основных волосков скелета. Все волоски не рисуем, потому что мы просто запутаемся в процессе нанесения. Рисуем только основную рыбу. Здесь можно выбрать абсолютно любую схему, но я выберу самую распространенную. Это смешанная укладка, как раз наша с вами любимая. Ну что, мы приступаем к процедуре. Я уже заранее все подготовила. Работать буду машинкой Bilar, это короткоход. Картридж у меня Vertex Nano, 0,25 диаметр, острая заточка, LT. Работаю я на пигментах Hanafi Colors, и мне для этого потребуется 2 оттенка. Цвета на теплой основе, всегда на волосковую технику я беру чуть-чуть потеплее оттенок пигмента, потому что пигмент укладывается более плотнее, чем при растушевке, и немножечко похолоднее заживает. Поэтому, учитывая эти особенности и применяя их на практике, заживление будет просто шикарное. Поэтому я за основу взяла себе пигмента номер 3 из этой линейки, и второй цвет мне потребуется для акцентов в самом конце, он чуть потемнее, это номер 4, но номер 4 мы знаем, что немного прохладный, поэтому, чтобы избежать холодка в своих бровях, я в него добавила 2 корректора, капельку оранжевого и капельку желтого цвета. Вольтаж на блоке у меня 5,6 вольт, вылет совсем небольшой, где-то 1,5 миллиметра максимум. Я начинаю со светлого цвета, с номер 3, прорисовываю основные волоски. Мне нужно закрепить этот скелет, который я себе наметила. После этого мы будем прорисовывать 2 и 3 ряд. И причем их лучше делить, чтобы было структурировано, вы не запутались, особенно если вы только начинаете работать с волосками. Потом уже можно совмещать 2 и 3 ряд, и тогда процедура будет проходить быстрее. Я начинаю фиксировать волосок с серединки. Головку оставляю в самом конце, чтобы не перетемнить ее. И на головке у меня волоски всегда посветлее. Поэтому с главного волоска начнем. Я натягиваю кожу, и положение руки у меня такое очень стабильное. И вот такими движениями
Это контурное нанесение волоска, как бы более плотно в коже я иду. Длина штришочка где-то 2 миллиметра и не выхожу из кожи. Техника точно такая же, техника маятник, как и при растушевке, просто пиксели у нас выстраиваются линейно и наслаиваются друг на друга, образуя тем самым такую более четкую линию. Советую вам проверять свои шаги и смотреть, как вы идете в коже. Вот посмотрите, какая отличная линия получается, поэтому я продолжаю в том же духе. Немножко, правда, стерла один свой волос, но ничего страшного, его можно дорисовать. Видите, я могу прерывать свои движения и опять входить в кожу. Самое главное, мы должны пойти в эту же линию, которую мы рисуем. Если вы видите, что что-то пошло не так, сразу же нужно выходить из кожи и примахиваться именно к этой же своей тропе, которую вы себе прорисовываете. Ну, продолжаем обводить все волосочки, все волоски скелета обводятся у нас точно такими же движениями, как и главный волос мы с вами прорисовали. Напомню, у нас очень мелкие штришочки, не выходя из кожи, где-то 2-3 миллиметра длина штриха. Вот я сейчас второй волосок вплела в главный волос и немножко затемняю этот V-образный сектор, как бы это сплетение, потому что тут главное правило волосков: когда волосок входит в другой, это считается акцентом, то есть этот акцент затемняет. Ну, как раз место сплетения волосков — это серединка бровей. Такая самая акцентная, самая яркая. Здесь больше всего волосков у нас прорисовывается. Вот самое главное — никуда не торопиться и четенько зафиксировать все волоски. Тогда у вас будет все идеально симметрично, потому что вы работаете по схеме, и потом уже вплетая дополнительные ряды волосков, например, 4-й ряд, уже самый последний, там можно поэкспериментировать и добавить какую-то свою творческую нотку, какие-то волоски на одной и на другой брови уже, которые не идут по схеме. И тогда получается еще более натуральнее. Ну и, конечно, главное правило волосков, чтобы бровь выглядела воздушной, натуральной, красивой, мы должны очень легко входить в кожу. Вот как мы и рисовали на планшете, на листочках, очень тонкое начало волоска, тонкий кончик, серединка волоска более насыщенная. Тем самым мы создаем объем и натуральность каждого волоса. Поэтому я вот легко вхожу и спустя где-то 4-5 миллиметров начинаю побольше топтаться на одном месте, тем самым больше усаживая пигмента в кожу. Нижняя обвела, перехожу к фиксации уголочка. То же самое, очень легко входим, стараемся как можно тоньше прорисовать эти волосочки. Вообще, чтобы тоньше прорисовать, не нужно сильно выходить из кожи и поднимать машинку. Если у вас уже становится большой размах, такой больше маятник, похожий на пудровую технику, тогда волосок, соответственно, получается более пудровым, рыхлым. Такие движения мы будем обязательно применять в одной брови, чтобы бровь выглядела еще более натуральной и как бы создавать тем самым такой эффект пушковых волос, но уже на 3-м ряду. Пока нам нужны четкие контурные волоски, которые вот у нас держат весь скелет брови. Ну и переходим к волоскам на головке. Тут у меня движение и нажим еще полегче, потому что я боюсь переборщить. Тут волоски более тонкие, светлые.
Вот такой у нас первый проход остался. Сейчас будем наносить анестезию, волоски проявятся еще ярче, и наша задача будет обвести каждый волосок, довести их до идеала. Только после этого мы перейдем к отрисовке второго ряда. Анестезия у меня ТКТ-X вторичная, мне очень нравится, очень хорошо обезболивает, выбеливает поверхность. Чуть-чуть пощипит сейчас и полностью обезболится. Мне очень нравится, как остались волоски, все прекрасно видно. Немножко доработать и пойти дальше. Все, я начинаю вводить второй ряд, начинаю также с серединки. Здесь нужно прям примахнуться к нашему волоску, попасть именно в него. Если вдруг вы попали рядом, не попали в волос, обязательно выходите, сразу же останавливайтесь и опять примахивайтесь, чтобы попасть точно в цель. Наша задача обвести волосок, насытить его пигментом, и чтобы пигмент был равномерным в коже, чтобы не было просветов. Начало волоска было тоненькое, серединка более насыщенная. И мы вот таким образом обводим волосочки. Можно же сразу подтирать, смотреть, как у нас легло это все. Работаю я такими же движениями, как делала в первый проход. Очень мелкие штришочки, не выходя из кожи. Вообще этими штрихами прорисовывается первый и второй ряд. Третий же рисуется уже более такими размашистыми движениями. Я вам чуть позже это продемонстрирую, чтобы добиться пушковости, то есть чтобы совместить в одной брови и такое более четкое нанесение, более какие-то акцентные волоски и более легкие, светлые, пушковые. Таким образом бровь выглядит еще натуральнее. Я сразу просматриваю каждый свой волосок, чтобы не было ни единого просвета и пробела. Если мне не нравится начало, я его вывожу, делаю поярче. Если вдруг у меня получилось слишком яркое начало волоска, я вывожу волосок длиннее на пару миллиметров, зато начало, устье волоска будет очень светлое и легкое, и не будет никакого заборчика. Вообще, чтобы к этому не возвращаться уже там в конце процедуры обводить эти волоски, я сразу ставлю себе задачу. Если я обвожу первый проход, значит он должен уже быть готов. Потом только перехожу ко второму ряду. Сейчас я плавно перехожу на хвостик брови, и вот именно на хвостике волоски должны быть прорисованы еще легче, светлее, тоньше, потому что хвостик у нас закругляется по форме лица, мы его видим чуть дальше, а значит он выглядит для нас светлее. В общем, это все мы должны учитывать и прорисовывать очень тонкие и светлые волоски на хвосте. То есть здесь я прям аккуратно вывожу, чуть меньше нажимаю, тем более здесь косточка, больше вероятности заглубить, поэтому на хвостике мы должны быть предельно осторожны. Волоски на изгибе тоже должны быть очень легко прорисованы, потому что у нас освещение всегда сверху, то есть свет падает сверху, освещая верхнюю часть бровки, и как раз таки тень оказывается под бровкой, где мы, собственно, с вами делаем акцент. Но верхние волоски очень легкие, светлые, тоненькие, их аккуратно тоже прорисовываем, как и волоски на хвостике.
Так, здесь все волоски прорисовала, остались волоски на головке. Точно такими же движениями. И сразу стараюсь вытирать каждый волосок и смотреть, как я его прокрасила. Больше всего бросаются в глаза волоски в самом начале бровки, поэтому они должны быть очень красиво, тонко прорисованы. Ну и самое главное, конечно же, заживление, чтобы все хорошо прижилось. А заживление зависит от того, как вы уложите эту линию. Поэтому я сразу же смотрю каждый волос, равномерно ли в этой линии лежит пигмент. И если где-то вижу просвет или недокрас, сразу же добавляю. Я прорисовала основной скелет брови, сделала второй проход по каждому волоску, убедилась, что все в порядке и равномерно прорисовано. И сейчас перехожу к фиксации второго ряда. Второй ряд мы прорисовываем внутри каждого сектора, делим вот это пространство пополам. И самое главное, нужно избегать параллельных линий, чтобы не было, опять же, заборов. Сейчас я делаю это на глаз, но в самом начале я намечала себе карандашиком именно направление волосков, чтобы они вплетались очень плавно в уже нарисованные. Но если вы изучите схему предварительно на листочке, будете понимать, куда идет каждый волос, не придется ничего намечать и прорисовывать заранее. Вообще, как я уже говорила, в самом начале, работая с волосковой техникой, лучше делить каждый ряд. То есть вот первый мы прорисовали, сейчас рисуем второй, потом второй доводим до идеала вторым проходом, и потом уже рисуем третий ряд волосков. То есть вот так поэтапно мы приходим к идеальному результату, и тогда точно не будет никакой путаницы. Но когда вы уже наберете обороты, будете чувствовать себя более уверенно, не будете путаться в нарисованных волосках, можно второй и третий ряды сразу объединять, тогда процедура выполняется быстрее. Ну, я вам сейчас показываю более легкий вариант, и он прорисовывается точно такими же движениями, как и скелетные первые волоски, мелкими штришочками, не выходя из кожи. Сразу можно их проверять, как они легли. Ну, все хорошо остается, потом останется только обвести. Опять же, на хвостике учитываем то, что здесь светлее и тоньше все. Вообще на хвостике обычно достаточно первого и второго ряда, потому что хвостик более такой легкий, ненасыщенный, не густой, поэтому здесь первый, второй ряд и все. Третий, четвертый ряды мы добавляем в головки, на серединке, где много сплетений, акцентов. Но в природе у нас тоже ближе к концам бровки растут реже. Так, ну вот у нас волоски проявились, и сейчас мы их тоже обведем, сделаем такими же насыщенными, как волоски скелета. Точно так же здесь я сразу, где вижу сплетение, начинаю затемнять вот эту вилочку, то есть сплетение одного волоска в другой. Чуть расширяю линию на сплетении, делаю ее поярче, чем в самом. Сразу можно проверять себя и доводить до идеала каждый сектор. Сверху вот эти вилочки у меня тоже затемняются.
как раз таки вот эти волоски мы оставили для волосков второго ряда, чтобы они соединились и сделали акцент между собой. Я сделала первый и второй ряд, приступаю к отрисовке третьего ряда. И третий ряд тоже мы должны нарисовать волоски там, где у нас есть пространство, избегая параллелей. То есть заполнить вот эти места. Причем здесь я рисую более расслабленно, и длина штриха у меня уже увеличивается. Волосок получается более такой рыхлый и пудровый. Не такой линейный, четкий, как было до этого. Я немного выхожу из кожи, и длина штриха у меня уже стала где-то 4-5 миллиметров. При этом я тоже, конечно, топчусь на одном месте и серединку стараюсь сделать более насыщенной, потому что это правило никто не отменял. Начало, кончик волоска светлые, а серединка более яркая и насыщенная пигментом. Поэтому сейчас я намечу все волосочки, мы нанесем потом анестезию и уже будем доделывать последние штрихи. Третий ряд достаточно быстро у меня прорисовывается, потому что здесь штрихи не такие мелкие, как в начале. Но в том месте, где я уже приближаюсь к сплетению и мне нужно сделать акцент, я немножко, конечно, замедляюсь, делаю штрих поменьше, чтобы линия на месте сплетения получилась более насыщенная, ну и, соответственно, там было потемнее. Вот таким образом. На хвостике мы уже с вами не будем прорисовывать третий ряд. Возможно, на четвертом ряду добавим кое-какие волоски. Посмотрим, куда добавить. Тут то же самое, быстрым движением я прорисовываю третий рядок. Волоски сверху я могу немножечко пересекать с волосками на головке. Это смотрится даже натуральнее, когда они немного находят друг на друга, и тем самым здесь не получается такой дырки. Так, ну все волоски прорисовала. Сейчас обезболим и доведем до идеала. Все, я обвожу волоски третьего ряда точно таким же движением, попадая точно в цель, целюсь в него, конечно же. Ну и не забываем про акценты на серединке. Вот эти мелкие сектора, которые практически не видно, они тоже заполняются волосками третьего ряда. И серединка получается еще насыщеннее. Так, ну осталось совсем немножко, я обведу эти волоски, и мы с вами посмотрим, куда бы еще добавить волоски и сделать акценты. Также, когда волоски полностью отсутствуют,
хочется добавить еще объема, поэтому можно добавлять именно растушевку в сектора, но ни в коем случае растушевкой вы не должны пересекать ваши уже нарисованные волоски, потому что они просто подплывут. Если вы хотите добавить акцент с помощью растушевки, то вы работаете конкретно внутри сектора, не пересекая нарисованные линии. Я обвела все волосочки и сейчас встала над клиенткой, смотрю с разных сторон на бровь, чтобы понять, куда все-таки добавить еще акцент. Потому что когда сидишь с одной стороны постоянно, все-таки глаз замыливается, ты уже не так видишь картину в целом. И когда я встала, сразу увидела, что вот здесь такая пустота образовалась, здесь мы добавим вот такой волосок в другую сторону. Как раз таки мы не будем уже отталкиваться от нашей укладки вот в одну сторону, а добавим такой творческий беспорядок на брови. Вот, то есть вот сюда. И серединку еще затемним вторым нашим пигментом, который мы подготовили. Волосочек у меня может немного пересекать другие волоски. Ничего в этом страшного нет, это смотрится даже натуральнее, когда какие-то волоски выбиваются. Так как все-таки нет своих волосков, я добавлю немного растушевки вовнутрь. И аккуратненько вот таким образом проштрихую серединки, не пересекая нарисованных волосков. Это я делаю своим более теплым цветом, еще пока не перешла на темный. Но немного хочется потушевать, чтобы все-таки создать визуально какой-то объем. Еще раз прохожусь по основным сплетениям, немножечко их затемню более теплым цветом, но и перейдем уже на темный оттенок. Им я еще раз обведу все сплетения в серединке. Вот смотрите сразу, как они заиграли и начали выделяться. Ну и также основные волосочки, кое-какие можно обвести на головке, но максимум может быть 3 волоска, которых вы обведете, потому что переборщить тоже можно, и это самое, наверное, страшное — переборщить. Все, в основном я обвожу вот эти нижние волоски, верхние волоски на уголочке я тоже стараюсь не трогать, но если только там 1-2. И до хвостика тоже не опускаюсь. Прорабатываем акценты именно в серединке брови, ну и 2-3 волоска на головке, можно еще чуть-чуть их сделать поярче.
Мы закончили первую бровку, и сейчас я перехожу на вторую сторону. Конечно, обычно я это все делаю поэтапно. Например, рисую первый скелет на одной стороне, потом рисую скелет на другой стороне. Второй ряд волосков на первой и на второй брови. То есть вот таким образом. Но сегодня мы пошли немного другим путем. В принципе, это не важно, вы работаете так, как вам удобно. На второй брови я выполняю все те же самые действия, что и делали на первой бровке, но сижу уже немного с другого ракурса. Очень удобно сидеть, чтобы кончик волоска смотрел именно на вас, то есть на себя вести его. Мы закончили процедуру. Вот такие пушистые бровки у нас получились. Надеюсь, вам все было понятно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.